Я Черкунова Ольга Константиновна, имидж-терапевт 3-го уровня с правом преподавания китайской имидж-медицины, инструктор Джун Юань Цигун 3 ступеней, психолог, психотерапевт по телесному ориентированию, инструктор лечебной физкультуры. Мой доклад – методы регенерации в имидж-медицине. Первый опыт. Девочка 13 лет. Медицинский диагноз – хронический вторичный пиелонефрит, латексное течение, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, слабость сфинктера мочеточника справа, состояние после операции по Грегору справа, нейрогенный мочевой пузырь гиперрефлекторный, гипоплазия правой почки сморщенная. Вторичный пиелонефрит у детей развивается на фоне врожденных аномалий или приобретенных дефектов почек и мочевых путей. В его основе лежат функциональные или органические процессы в мочевых путях, нарушающие ток мочи. У детей могут быть изменения в структуре почки, в ее расположении. Нарушения могут быть также и в мочевом пузыре, и в мочеточниках, или в уретре. Вторичные пиелонефриты характеризуются более тяжелым течением. Они часто требуют оперативного вмешательства. Причина в данном случае – микроорганизмы попадают в почку из ниже лежащих мочевых путей с обратным током мочи вследствие нарушения ее динамики. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Хронический пиелонефрит – непрерывно прогрессирующее течение, либо с периодами обострения и ремиссии, стихания воспалительных проявлений. Возможно, тупая боль в поясничной области на стороне пораженной почки. В данном случае заболевание наследственное, по материнской линии у всех проблемы с мочеполовой системой. Болеет с рождения. В марте 2005 года я провела диагностику, и только в июне у меня состоялась встреча и проведено лечение. Мы живем в разных городах. Все это время я продумывала метод лечения. Случай очень серьезный. Диагностика. Визуально. Кожа бледная, влажная, липкая, с резким запахом аммиака. Мышцы. Сильный тонус внутренних медиальных мышц, бедер, косолапость, продольная плоскостопие. Со слов больной, моча имеет резкий терпкий запах. Поясничный отдел позвоночника, тупая боль в области поясницы, отсутствие лордоза, сглаженность и выпуклость позвонков. Сгибание вперед затруднено, ограничено. Ограничение разведения нижних конечностей. Диагностика рукой, телом. В почках жар слева, справа тепло. Болезненность больше слева. В сердце трепет, аритмия. В области печени легкое тепло. В легких прохлада. Частый насморк. В толстом кишечнике уплотнение, болезненность, запоры. Жалобы. Отсутствие желания мочиться, ночное недержание мочи, постоянные боли в спине, в области поясницы, почек, больше слева, трудно дается обучение в школе. Артериальное давление 75/40, пульс 84. В процессе лечения установлен суточный контроль за количеством выпитой жидкости и выделенной мочи. Контроль за цветом и запахом мочи. Лечение. Применен метод имидж-терапии. Первые 4 дня проводила очищение, пробуждение, активизация циркуляции энергии и крови, выведение патогенной ЦИ через каналы, очищение, пробуждение, активизация функциональной деятельности органов, почек, печени, сердца, легких, селезенки. Выщипывание, пробуждение, регенерация клеток органов. Наибольшее внимание уделялось почкам, мочеточникам, мочевому пузырю.
На 5-й день провела замещение, регенерацию, прочитала мантру и чувствую, что мне в руки вложили образ всех 5 органов, которые требовали замену. 2 почки, 2 мочеточника, мочевой пузырь. Аккуратно и бережно вложила их девочке в тело. Затем все оставшиеся дни лечения были направлены на закрепление процесса регенерации тканей органов по 30 минут. Курс лечения 10 дней. Заведена персональная карта здоровья, где отмечалась динамика нашего лечения, до лечения, после лечения в течение 10 дней. Изначально пульс был 84, а артериальное давление 75/40. После первого дня лечения артериальное давление 100/70, пульс в пределах 60-70 ударов. Артериальное давление поднялось и держалось до конца лечения. Боли в спине на 2-3 дни слабые, с 4-го дня и до конца лечения отсутствие их. Запах мочи резкий, на 2-й день ослабел до конца курса лечения. Количество выделенной мочи увеличилось с 800 мл до 1,450 литра. Почти сравнялось с количеством выпитой жидкости – 1,510 литра. Рекомендовано пить жидкости не менее 2 литров. Фитотерапия препаратами Green Spring. Антибактериальная терапия. Применялись препараты Шуан-Хуан-Лянь, отвар от жара и яда. Препараты для укрепления и усиления иммунитета. Маточное молочко с женьшенем, царь-витамин, порошок жемчуга, лааджан. 3-я неделя и до конца курса лечения дан комплекс физических упражнений на расслабление и растяжение медиальных мышц бедер. Лежа, сидя, разведение нижних конечностей в стороны. Стоя, махи, отведение. Комплекс физических упражнений для позвоночника. Цигун-гимнастика по каналам почек, по каналам мочевого пузыря, по каналу Думай. Проведено обучение Джун Юань Цигун 1-й ступени. Приглашал ее на регулярные занятия. Самочувствие было стабильно хорошим. Через 2 года состояние удерживалось. После моего лечения она поехала в областную больницу на профилактическое обследование и лечение. Она продолжала лечение фитотерапией, практикой цигун и ЛФК. За 13 лет впервые ей дают путевку в детский санаторий. Весь летний каникулярный период, 3 месяца, девочка посвятила возможности спокойного оздоровления. 2-й опыт регенерации. Женщина, 57 лет, 2009 год. Диагноз: онкология, рак желудка 3-й степени с метастазами, неоперабельная форма. Уговорила врача сделать операцию. Проведена тотальная резекция желудка. Состояние после операции 1,5 года. Проведено лечение химиотерапией, рентгентерапией. Рак желудка с точки зрения западной медицины – злокачественная опухоль, растущая из эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка. Опухоль может возникать в различных отделах желудка: в верхнем, где он соединяется с пищеводом, в основной части тела желудка, или в нижнем, где желудок соединяется с кишечником. Лечение рака в основном это метод лечения хирургический. Заключается в удалении опухоли вместе с желудком, гастроктомия или его частью. После операции могут быть назначены химиотерапия или лучевая терапия. С точки зрения имидж-терапии проведена диагностика. Почки – энергия нейтральная. В печени и селезенке холод. Живот напряжен. В 4 зонах при пальпации уплотнение, болезненность. Сильная слабость, страх,
постоянно холодные ладони и стопы. По жизни была очень активной женщиной, занималась бизнесом, водила машину, объездила весь Советский Союз. Во время болезни на день нашего знакомства боялась выйти за дверь собственной квартиры. Первые 3 дня на лечение ее водил сын. На 4-й день она пришла самостоятельно. Страх отступил. Лечение с точки зрения имидж-терапии. Активизация, циркуляция ЦИ и крови. Работа с 4 зонами на животе. Работа с органами, очищение, регенерация клеток, функциональное восстановление деятельности органов. На 4-й день мной было принято решение восполнить функцию недостающего органа желудка в область двенадцатиперстной кишки. С точки зрения имидж-медицины, 12-перстная кишка выполняет функцию сердца и селезенки желудка. Прочитала мантру обращения, вижу, чувствую, как мне вложили в руки образ желудка. Провела метод регенерации клеток, работала не менее 30 минут, курс лечения 10 дней. Поставила условия для дальнейшего выздоровления пройти 1-ю и 2-ю ступени Джун Юань Цигун. Через год была у лечащего врача, который был удивлен положительным результатом анализов и приборным исследованием. Из общей палаты 8 человек, живая осталась она одна. Также проводилась фитотерапия для повышения иммунитета. Дополнительно она самостоятельно проводила лечение местными травами, дробное частое питание. 3-й опыт. Женщина 75 лет, 2016 год. Это произошло в Шаолине. Инфаркт миокарда – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения. Классификация. По течению. Вторичный инфаркт миокарда, связанный с ишемией, вызванный с увеличением недостатка кислорода или его поступления, например, при коронарном спазме, коронарной эмболии, анемии, аритмии, гипертонии или гипотензии. Факторы риска – это возраст, загрязнение атмосферы, артериальная гипертензия, инфаркт миокарда в прошлом и манифестация любых других проявлений атеросклероза. Основной клинический признак – интенсивная боль за грудиной. Однако болевые ощущения могут носить вариабельный характер. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке. Болевой синдром сохраняется более 15 минут, могут длиться до часа. Бывает профузный липкий пот. В 20-40% случаев при крупночаговых поражениях развиваются признаки сердечной недостаточности. Пациенты отмечают одышку, непродуктивный кашель. Предрасполагающим фактором является физическая нагрузка, психоэмоциональное напряжение, состояние утомления. Имидж-медицина. Что мы видим? В первую очередь жалобы на одышку, недостаток воздуха, боли за грудиной, тяжело подниматься по лестнице, раздражительность, тревожность, страхи за судьбу сына. Симптомы. Почувствовала головокружение, слабость, сильное потовыделение, слюновыделение, чувство учащенного сердцебиения, боли в области сердца, потери сознания. Была оказана первая помощь мастером Сюйминтаном и нашими имидж-терапевтами. Мною проведена диагностика. Сердце – ощущение прохлады. 3-м глазом получила образ темной, тонкой, рваной, затертой ткани. Весь организм изношен. В почках нейтральность, в печени тепло.
В селезенке прохлада, легкие зажаты, недостаток вентиляции за счет сильного кифоза грудного отдела позвоночника. Лечение с точки зрения имидж-медицины. В течение 3 дней в области сердца проводила очищение, выщипывание больной ЦИ, наполнение энергией, регенерацию энергошаром. Результат медленный и слабый. Но больная с первых дней чувствовала улучшение, подъем настроения и физических сил. На 4-й день пришло желание провести регенерацию органа сердца. Прочитала мантру обращения, получила образ сияющего большого сердца. Вложила и проводила регенерацию в течение 10 дней по 30-20 минут. Сразу пошло активное улучшение самочувствия. Частота и ритм сердечных сокращений нормализовался. Отсутствие одышки, слабости, бодрость и физическая активность. Длительные походы и подъем в горы без особых трудностей. Дополнительно, учитывая ее физический недуг, остеохондроз и кифоз грудного отдела позвоночника, мы прошли 10 сеансов массажа в области спины и стоп, даны физические упражнения лечебной физкультуры. Вовнутрь принимала китайские горошинки под язык от максимальных доз до однократно и по 2-3 раза в день. Также проводилась работа со всеми органами, очищение, наполнение ЦИ, регенерация шара. После приезда самочувствие относительно хорошее, приступов удушья и слабости нет, живет полноценной, здоровой жизнью. Во всех случаях. Первое. Применен метод имидж-терапии. Первые 4 дня надо подготовить тело. Очищение, пробуждение, активизация, циркуляция энергии и крови. Выведение патогенной ЦИ через каналы. Очищение и пробуждение, активизация функциональной деятельности органов. Почек, печени, сердца, легких, селезенки, выщипывание, пробуждение, регенерация клеток органов. Второе. Получение образа и вложение его в тело и регенерация шаром от 20 до 30 минут. Третье. Общий курс лечения минимум 10 дней. Четвертое. Дополнительное лечение, фитотерапия, практика ЧУЦ при необходимости упражнений лечебной физкультуры. Выводы. Когда имеешь такой метод лечения и получаешь такие результаты, осознаешь, чудеса бывают. Как все это происходит, я сама удивляюсь каждый раз. Видеть радость жизни в глазах пациентов – это большая заслуга мастера. Низкий вам поклон и великая благодарность за такую божественную науку.